С момента выхода последнего крупного обновления для GTA Online прошло уже 5 месяцев, и тут внезапно Rockstar официально анонсирует масштабный декабрьский апдейт для мультиплеера, рассказали о новых ограблениях, показали транспорт, недвижимость и наконец-то подтвердили выход эксклюзивного контента с консолей PlayStation 5 и Xbox Series на ПК. Короче, ролик обязателен к просмотру до самого конца, ибо инфа крайне важная для всех, кто продолжает время от времени играть в GTA Online. Но на экране 30 последних подписчиков этого канала. Подпишись, чтобы попасть в начало следующего ролика. Не хватает денег в GTA Online, нужно повысить уровень или открыть заблокированный контент? Не вопрос, переходи в мою личную группу по прокачке. Наша гарантия качества — это 10 тысяч довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Бабки, опыт, тачки, тюнинг и многое другое по сниженным ценам, причем не только на ПК, но и на всех актуальных консолях. Сейчас лучшее время, чтобы подготовиться к апдейту, ибо не придется стоять в долгих очередях. Все быстро, качественно и безопасно. Ссылки само собой в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Давайте по порядку. Сначала Rockstar поблагодарили игроков за прошедший год, повторно напомнили о контенте, который выходил в течение всего 2024 и в конце добавили следующее. Все это вы уже видели, но впереди вас ждет еще больше интересных обновлений. Делаем вывод, что декабрьский апдейт для GTA Online далеко не последний, ибо разработчики четко написали обновлений во множественном числе. Соответственно, летнее DLC 100% выйдет, и вот оно уже реально может быть последним. Хоть и лично я в этом сомневаюсь, но как-никак выходит GTA 6, и все силы разработчиков уйдут на поддержку онлайна 6-й части. Напишите, что вы об этом думаете в комментариях, ну а мы переходим дальше. Основной локацией нового обновления станет швейная фабрика Darnell Bros. Да-да, та самая, с которой по сути начинался весь наш путь ограблений в GTA 5. Лютая ностальгия, то, с чего по сути стартовал весь наш криминальный бизнес, к тому и вернулись, но спустя около 10 лет. Швейная фабрика станет центром по проведению тайных операций, которые позволят запускать новые захватывающие и стратегические ограбления. Они будут доступны с компьютера внутри фабрики, а также в новом приложении для телефона. Rockstar написали ограблений во множественном числе. Делаем вывод, что их будет несколько. Более чем уверен, ничего прям сверхкрупного ожидать не стоит. Масштаб этих ограблений далек до казино, Кайо Перико или Судного дня. Скорее что-то среднее, как, к примеру, автоугоны у тельцеха или контракты на доске в автомастерской. Rockstar, конечно, могут удивить и добавить что-то похожее на классическую пятерку довольно масштабных ограблений, запускаемых из квартир. Я в этом крайне сомневаюсь, но, как говорится, поживем увидим. Основными персонажами этого апдейта станут Павел с подводной лодки, Винсент, который предложит игрокам новые задания по охране порядка за рулем полицейских тачек, а также бывший офицер ФРБ. Кто это может быть, на 100% неизвестно. По описанию подходит Дэйв Нортон из сюжетки GTA 5, но судя по официальному французскому переводу статьи, агент является женщиной. Кто из женщин бывший офицер ФРБ? Карен Дэниелс? Ну, хз, Мишель вроде не из ФРБ, а из ЦУР, но по сути больше никого я толком и не припомню. Если у вас есть свои мысли на этот счет, обязательно делитесь в комментариях и подписывайтесь на мой личный, самый информативный GTA телеграм-канал в Рунете. Все свежие новости, теории и заговоры Rockstar Games сначала появляются там, а уже потом в остальных социальных сетях. Да, даже этот ролик можно было бы по сути не смотреть, так как вся его информация уже давно доступна в телеграме t.me/trippletg. Запомнить несложно, переходите и оформляйте подписку. Само собой, обновление не останется без нового транспорта. Пока что показали лишь одну бричку, и судя по всему, это новая версия легендарной Bravado Banshee. Уж очень сильно боковина похожа на Dodge SRT Viper GTS 2013 года выпуска. Плюс видно шильдик, всего лишь 3 буквы GTS, ровно так же, как и в названии Dodge Viper. В общем, ждем новую Banshee и надеемся, она нас не разочарует. Бенефактор Terrorbyte получит массу
массу улучшений. Обо всех Rockstar не заявили, но как минимум теперь мы знаем, что благодаря этому грузовику можно будет с легкостью искать все коллекционные предметы на игровой карте: фигурки, реквизиты Соломона, заначки Джеральда, карты для покера и многое другое. Все это станет доступно благодаря специальному сканеру, который, видимо, будет как-то отмечать на карте, пульсировать, издавать звуки, когда мы будем неподалеку от какого-то коллектиблса за рулем Террорбайта. В общем, звучит довольно удобно. Жаль, конечно, что это Террорбайт, а не какой-то более маневренный транспорт, но тем не менее. Разработчики заанонсили новое масштабное испытание для сообщества, которое начнется уже на днях, в ноябре. Ноябрь в GTA Online по традиции это месяц ограблений, и почти каждый год проводятся челленджи, связанные именно с ограблениями, поэтому вполне возможно сейчас все будет точно так же. К примеру, общими усилиями будет необходимо заработать, допустим, 3 триллиона на финалах ограблений. Звучит сложно, но вполне выполнимо, ибо с 2 триллионами комьюнити 2 года назад успешно справилась. Но награды, если испытание будет выполнено, вручат лишь в декабре, после выхода DLC. Скорее всего, это будет халявный транспорт, ибо если бы это было что-то другое, награды вручили бы сразу, а так как придется ждать новый апдейт, значит они хотят наградить игроков чем-то новым, чего сейчас в игре нет. Транспорт идеально подходит под это описание. Естественно, этот апдейт не останется без мелких геймплейных изменений, о которых просили игроки. Как пример, добавят возможность автоматически восполнять бронежилеты при запуске заданий. Удобно? Удобно. А для тех, кто является подписчиком GTA+, в клубе Вайнвуда теперь будет доступен абсолютно весь возможный тюнинг: Los Santos Customs, Benny, HSV и дрифт модификации. Короче, не нужно будет гонять по разным мастерским, весь тюнинг будет доступен в одном клубе Вайнвуда. Ну и самое интересное напоследок. Дождались. Наконец-таки эксклюзивный контент с консолей PlayStation 5 и Xbox Series выйдет на ПК в 2025 году. Для тех, кто не в курсе, это около 6 машин, тюнинг HSV, благодаря которому тачки становятся невероятно быстрыми, специальные фишки в меню взаимодействия, как, к примеру, сбор денег со всех сейфов ваших предприятий одной единственной кнопкой, квест по охоте на диких животных в открытых сессиях, автоклуб Вайнвуда для хранения, тюнинга и покупки автомобилей, эксклюзивные предметы одежды, раскраски хамелеон для транспорта и раздел карьеры в главном меню игры. Это лишь то, что я вспомнил, но на самом деле эксклюзивов куда больше. Сомневаюсь, что добавят технические улучшения для GTA 5, то есть рейтрейсинг, эффектные взрывы, доработанное освещение, это вряд ли. А вот контент, да, контент появиться должен. В полном объеме или нет, никто не знает, но надеемся на лучшее. Как-то так, обновление выйдет уже очень скоро, в декабре месяце, как обычно рассчитываем на вторник, либо 10, либо 17 число. В ближайшие недели ожидаем больше информации от разработчиков, ноябрь будет довольно насыщенный, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Телеграм в описании, группа по прокачке тоже, ну а я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся.